Всем привет! Вы на канале Моток Декор. Меня зовут Света, и я рада всех приветствовать. В этом видеоуроке я хотела бы рассказать, как связать вот такой интересный узор. Вы узнаете, как связать первый ряд, как сделать переходы на следующий ряд и как сделать соединение каждого ряда. Узор получается достаточно плотным, отлично держит стеночки. Связать его можно как из трикотажной пряжи. У меня сегодня это будет стандартная толщина 7-9 мм и крючок номер 7. Также можно связать из полиэфирного шнура. В описании к данному видео я оставлю ссылку на промокод для приобретения материалов со скидкой. Так что выбирайте, какой материал вам больше нравится. Желаю всем красивых петелек и приятного просмотра. Мое донышко уже готово. Чтобы его связать, вы можете посмотреть мастер-класс по созданию донышка, перейдя по подсказке в правом верхнем углу. Посмотрев этот видеоурок, вы сможете связать донышко любого нужного вам размера. Ну а мы сразу переходим к вязанию первого ряда. Первый ряд мы будем вязать с вами обычными столбиками без накида. И нырять крючком мы будем за вот эти дальние дужки косичек. И с изнаночной стороны у нас у каждой петельки идут вот такие перемычки. Мы будем цепляться за дальнюю дужку и за эти перемычки. Сразу по ходу движения, как выходит наша ниточка, то есть где мы делали с вами узелок, заканчивая ряд, мы сразу по ходу движения будем нырять в следующую петлю. Итак, ныряем крючком за дальнюю дужку и за перемычку. Хватаем рабочую нить, вытягиваем и провязываем столбик. Далее также ныряем за дальнюю дужку, за перемычку, хватаем рабочую нить, вытягиваем и провязываем столбик. Далее опять за дальнюю дужку, за перемычку, хватаем нить, вытаскиваем и провязываем столбик. И таким образом мы вяжем с вами до конца этого ряда. У нас сразу происходит переход на стеночки и образуется первый ряд для нашего узора. При вязании этого первого ряда видно, что стеночки начинают у нас загибаться наверх. Помогайте им руками сразу принимать нужную форму, чтобы они были перпендикулярно донышку. И встречаемся с вами в конце этого ряда. Я провязала целый ряд, мне осталось провязать последнюю петельку, и здесь мы с вами ныряем также за дальнюю дужку, за перемычку, то есть в этом месте у нас была петля соединения, мы также ныряем, получается, за дальнюю дужку и за перемычку, вытягиваем и провязываем столбик. Так у нас получился с вами первый ряд. И сейчас будем делать соединение нашего первого ряда. Мы вытягиваем петельку, вот такую небольшую, и крючком с изнаночной стороны ныряем под первую лежачую косичку. То есть вот наш первый столбик, и у него есть лежачая косичка. Мы под нее ныряем крючком с изнаночной стороны, надеваем эту петельку, которую мы вытянули, на крючок, и вытягиваем это все на изнанку. Теперь нам необходимо уменьшить эту петельку, чтобы она осталась вот такой небольшой, но при этом, чтобы не убежала обратно на эту сторону. Итак, теперь мы переходим с вами к вязанию уже непосредственно нашего узора. Вот наша петелька, которая у нас цепляется за первую лежачую косичку. Сейчас мы ныряем крючком прямо под эту первую лежачую косичку, только уже с лица, за обе дужки. Хватаем рабочую нить, вытягиваем, сразу надеваем вот эту петельку, которая у нас была утянута для соединения, на крючок. И теперь нам необходимо провязать длинный столбик. Мы будем нырять с вами сразу в основание корзины, то есть прям туда, куда мы провязывали с вами первый ряд. И нырять будем с вами вот в этот столбик. А там, где мы вытянули сейчас с вами петельку, под ней есть столбик. Нам нужно шагнуть в следующий столбик и под него нырнуть крючком. Туда прям в основание корзины. Вытягиваем петельку. У нас сейчас 3 петельки на крючке. Мы хватаем заново рабочую нить и провязываем все 3 петельки. Вот что у нас получилось.
Далее мы так и будем с вами чередовать коротенький столбик длинный, коротенький столбик длинный. Коротенький столбик мы будем с вами провязывать за вот эти петли, которые у нас идут по краю корзины, ныряя за 2 дужки, и будем нырять за ту петельку, которая у нас скрывает длинная галочка. То есть вот наш длинный столбик, и он скрывает вот эту петельку, в которой мы будем с вами провязывать короткий столбик. Мы ныряем прямо под эту петлю, которая у нас после длинной галочки, вытягиваем, и длинную, получается, галочку мы с вами провязываем под следующий столбик, который у нас идет в основании корзины. То есть получается, мы вытягиваем с вами коротенький перед вот этим столбиком, а перед вот этим вниз основания ныряем, провязываем длинный. Ныряем туда в основание корзины, вытягиваем. У нас опять 3 петельки на крючке. Мы хватаем рабочую нить и провязываем через все петельки. Вот что у нас уже получается. Далее мы провязываем с вами столбик, опять ныряя вот в эту петлю, которая у нас скрывает длинная галочка. Ныряем, вытягиваем и далее провязываем длинную галочку опять прям в следующий по ходу столбик. То есть мы провязывали с вами длинный сюда, теперь провязываем следующую галочку. Ныряем туда прям основание корзины, вытягиваем. У нас 3 петельки на крючке, и мы все 3 петельки провязываем новой нитью. И так далее мы идем. Короткий, длинный, вытянули и провязали все 3 петельки. Короткий, длинный и провязали все 3 петельки. Итак, мы идем с вами до конца ряда, и здесь с вами увидимся. Итак, я подошла к концу своего ряда. Получается, у нас коротенькая петелька ныряет раньше, а длинная как бы убегает чуть-чуть вперед. Следующий столбик. Вытягиваем 3 петельки на крючке, мы их провязываем. И мне остается провязать последний столбик. Я ныряю, получается, за вот эту петельку, которую мы утягивали с вами на ту сторону в соединении ряда. Я под нее ныряю, вытягиваю коротенький, а вот здесь мне остается последний столбик, в который я еще не провязывала длинный. Ныряю туда и провязываю длинную галочку. Далее хватаю нить и провязываю все 3 петельки. Теперь я опять вытягиваю ниточку, и будем сейчас с вами делать соединение ряда. Находим на этой стороне первую лежачую косичку. Вот она. Мы под нее ныряем крючком, надеваем петельку и утягиваем на изнанку. Подтягиваем. И теперь уменьшаем петельку, утягивая ее рабочей нитью. Оставляем вот такую небольшую. Главное, чтобы она не убежала назад. Мы здесь также ныряем крючком прямо под эту же петельку, с которой мы сейчас с вами соединялись. Хватаем рабочую нить, вытягиваем ниточку и сразу надеваем эту петельку, которую мы утягивали на изнанку. Это получается первая короткая петелька, и дальше нам необходимо провязать длинную. Получается, что вот над этой коротенькой мы с вами провязали эту коротенькую, а в следующую коротенькую мы ныряем и провязываем длинную. Вот получается наша короткая петелька предыдущего ряда. Мы прям под нее ныряем крючком, вытягиваем длинную петлю. У нас опять 3 петельки на крючке, мы хватаем рабочую нить и провязываем через все 3 петельки. Далее мы, получается, опять провязываем, не пропускайте только ни одной петельки. Получается, длинная опять у нас скрывает ту петельку, под которую мы с вами провязываем коротенькую, то есть вытягиваем, и дальше ныряем вот сюда, под вот эту уже коротенькую, длинную петельку делаем, ныряем и вытягиваем. У нас 3 петельки на крючке, мы их провязываем новой рабочей нитью. И так далее идем. То есть вот наша длинная петелька получилась. За ней есть петля, под которую нам нужно нырнуть.
мы под нее ныряем, вытягиваем, а в следующий короткий столбик под него ныряем и вытягиваем длинную. У нас 3 петельки на крючке. Мы хватаем рабочую нить и провязываем все 3 петельки. И так далее идем, ныряем опять под ту петельку, которую у нас прячет длинная галочка, вытягиваем коротенькую петельку и ныряем дальше в следующую петлю под коротенький столбик. То есть как бы вот наш тут есть коротенький столбик, мы над ним одну вытащили коротенькую петельку. Ее как раз скрывает длинная. Далее получается у нас следующая коротенькая. Мы под нее ныряем и вытягиваем длинную петельку. Ныряем, вытащили и провязали все 3 петельки. Далее опять коротенькая. И в следующий длинная. И новой рабочей нитью провязываем все 3 петельки. Итак, мы идем с вами до конца ряда и здесь с вами увидимся. Итак, я подошла к концу ряда и опять я ныряю за ту петельку, которая у нас была петлей соединения, которую мы утягивали. Вытягиваю коротенькую и ныряю здесь дальше вот в эту коротенькую петельку, то есть рядом с ней, вытягивая длинную. И провязываю все новой нитью. Итак, у меня закончился этот ряд. И теперь мы делаем опять соединение. Также мы вытягиваем ниточку, ныряем под первую лежачую косичку, утягиваем туда эту петлю, подтягиваем рабочей нитью, уменьшая петельку, но чтобы она не убежала у нас. Оставляем ее примерно вот такой. И далее опять начинается у нас следующий ряд. Мы ныряем прям крючком сразу под эту петлю, за которую мы сейчас уводили ниточку. Хватаем рабочую нить, вытягиваем короткую петлю, надеваем сразу петельку соединения и ныряем с вами опять по ходу движения под следующий коротенький столбик. То есть над этим коротеньким у нас с вами сейчас мы вытянули нить и сделали короткий столбик, а под следующий короткий столбик предыдущего ряда мы с вами ныряем прям под него и вытягиваем длинную. И новой рабочей нитью провязываем все 3 петельки. И так далее у нас повторяется опять все то же самое. То есть вот наша длинная петелька, за ней есть петля, в которую нам необходимо нырнуть и вытащить коротенькую. А далее мы ныряем в следующую по ходу движения коротенький столбик прям под него и вытягиваем длинную. И провязываем все 3 петельки. И так далее. Опять длинная петелька, за ней спрятана лежачая косичка, под которую нам нужно нырнуть, вытащить коротенький столбик. Далее смотрим наш коротенький столбик предыдущего ряда. Мы прям в основании его ныряем, вытягиваем и провязываем все 3 петельки. И так далее мы идем, провязывая нужное количество нам рядов для вашей корзины. Вот такой узор у меня сегодня получился. Как вы уже поняли, он формируется за счет провязывания длинных и коротеньких галочек. Образуется своеобразная такая косичка или елочка, кому как больше нравится. Надеюсь, у вас тоже все получилось. Но если вдруг остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Всем все подскажу. Делитесь своими результатами в других соцсетях. Мне будет очень приятно. Если данный видеоурок был для вас полезным, обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. И, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоуроки. А на этом все. И пока-пока.